Ребята, всем привет! Под этим видео вы мне все писали, как же сделать такой кубик. И сейчас будет туториал, поэтому оставайтесь со мной. А пока я думаю, как это все правильно объяснить и рассказать, подпишитесь на мой YouTube. Для одного кубика нам понадобится 2 листа картона. Картон лучше взять плотный. Возьмем линейку, карандаш и ножницы. А еще для того, чтобы склеить наш кубик, нам понадобится либо двухсторонний скотч, либо клей. Берем один листочек картона, переворачиваем и сейчас будем намечать. Я сделала 3 таких полосочки, они у меня все по 7 сантиметров. Полоски, которые я чертила сверху вниз, у меня 17 сантиметров. Соединим наши линии полоской, вот так вот, как на видео. Дальше мы делаем такую конструкцию, я не знаю, как правильно вам объяснить, как это сделать, я размеры все напишу. Вот эти квадратики у нас по 7 сантиметров, а маленькие полосочки по 1 сантиметру. Теперь смотрите, что мы делаем. Мы берем линейку, верхние квадратики и рисуем крестик. Главное, угол в угол. Что я сказала? Короче, рисуем ровный крестик. Мне мама подсказала, потому что я немного забыла, что это называется диагональ. Мы рисуем только в крайних квадратиках. По диагонали полосочки, что получается крестик. Вот так вот. Смотрите, как я делаю. Смотрите внимательно. Должно получиться вот так, но это еще не все. Теперь мы в средних полосочках маленьких по 1 сантиметру рисуем ромбик. Смотрите, как делаю это я. Можно не сильно аккуратно, потому что ножницами мы потом отрежем аккуратнее. Посмотрите внимательно, ромбик я сделала без 1 полосочки. Потом мы сбоку рисуем возле крестика с краю еще 1 полосочку и внизу тоже. Рисуем 2 ромбик, но уже зеркально. Очень интересно, но ничего не понятно. Короче, вот что у нас должно получиться. Если вы уже нарисовали, сверяйте, если нет, перерисовывайте. Переносим эту же конструкцию на другой картон. Вот что у меня получилось. Теперь мы будем вырезать, смотрите внимательно. Сейчас я зачеркну все то, что мы отрежем. У меня вот есть здесь бумажка с размерами, вот так вот нужно вырезать. Прежде чем отрезать, посмотрите внимательно, чтобы вы ничего лишнего не отрезали. Вы, наверное, спросите, а зачем мы рисовали столько квадратиков, столько полосочек, если мы их сейчас отрежем? А я вам скажу, чтоб жизнь малиной не казалась. Ну и вообще, чтоб квадратики ровные были, потому что если мы сейчас на глаз начертим, то у нас будет неровный глаз. Поэтому, если вы хотите неровный... Ой, что я говорю? Короче, поэтому, если вы хотите ровный глаз, делайте все по схеме. Я уже вырезала, вырезаем такую 2. Готово! Теперь делаем изгибы по линиям карандаша. Короче, я забыстрю, а если вам надо, ставьте на стоп и смотрите, что я делаю. Теперь вот эти крылышки складываем гармошкой. Посмотрите, как это делаю я. Также со 2. И вот эту часть, где у нас идут полосочки по 1 сантиметру, мы сгибаем тоже гармошкой, будто буковкой М. Вот так вот у нас получилось. Теперь также по линиям карандаша сгибаем 2 штучку. Я согнула, теперь будем приклеивать. Берем нижнюю часть, где хвостик в 1 сантиметр, и приклеим вот так. Можно взять 1 большую канцелярскую резинку, либо я соединила 3 маленьких. Это без разницы. Я беру клей, повторюсь, вы можете взять двухсторонний скотч. Теперь с обратной стороны, где картон белый, наносим клей на эту часть, где 1 сантиметр. Я не знаю, какой картон у вас, у меня белый. Распределяем клей и сейчас будем приклеивать. Мы приклеиваем ко 2 части, но там, где нет хвостика, изнутри. Вот так вот. Как показано на видео.
Переворачиваем наш кубик и посмотрим, сгибается ли он. Да, все отлично, все шикарно. Вот такая конструкция у нас получается. Ну что, берем резинку и одеваем на сгиб посередине. Я не знаю, как это объяснить, просто смотрите, я не умею объяснять правильно. Вот, поэтому вот туда. Угу. Вот так вот должно получиться. Теперь мы будем приклеивать крылышки. Итак, клеим. Берем клей, наносим на полосочку 1 сантиметр, на белую часть. И сейчас будем приклеивать. Но обязательно перед тем, как мы приклеим, нужно сложить нашу гармошку из этих полосочек 1 сантиметр. Вот, смотрите, как делаю я. Вот так вот должно выглядеть. Просто если вы не сложите, ваш кубик не сможет прыгать. Вот. Придержим, подождем, пока оно засохнет чуть-чуть. Так же само приклеиваем вторую сторону. Наносим клей и не забываем сложить гармошку, где у нас находится резинка. Да-да, не забываем. Вот так вот, смотрите. Оп, оп, и смотрите, какая красота у меня получилась. Теперь ждем, пока немножко подсохнет. Получается вот так, что кубик складывается вовнутрь. Вот как у меня. Теперь будет немного посложнее. Мы натягиваем резинку и одеваем на вторую сторону. Туда же, где у нас полосочки по 1 сантиметр. Вот сюда. Теперь мы будем приклеивать крылышки на верхнюю часть. Вот сюда. Получается, делаем все то же самое. Вот так вот. Так как резинка стягивает картон и он начинает прижиматься, я положу скотч, он немного потяжелее и резинка не будет так сдавливать, чтобы было удобнее приклеить, короче. Заворачиваем наше бедное крылышко, промазываем клеем и приклеиваем одну сторону и вторую так же само. Убираем скотч, прижимаем и ждем, пока клей высохнет. Наш кубик уже практически готов, осталось приклеить только одну часть. Чтобы было удобнее, снова кладем скотч и теперь будем промазывать клеем вот эту штучку, которая 1 сантиметр. Да. Убираем скотч, аккуратненько соединяем наш кубик и клеим изнутри, вот так. И все, ждем, пока высохнет, и наш кубик готов! Вот и все, вы научились делать эти кубики. Всем спасибо за просмотр.